Всем привет! Продолжаем с вами обсуждать недельные словенские новости. Самый сильный пожар в истории Словении удалось погасить, но, к сожалению, жара не спадает и огонь вспыхивает в разных местах. К счастью, он не такой большой и его удается очень быстро локализовать. Все службы остаются наготове. И сейчас встает другая проблема перед правительством и перед экологами. Сейчас задумались, что сажать в тех местах, где был пожар. Пожар погубил более 200 гектар земли. И сейчас в ближайшем будущем нужно что-то посадить, снова обогатить эту землю. Раньше на этой земле росли в основном хвойные деревья, но в то же самое время эти хвойные деревья очень хорошо воспламеняются за счет смолы и за счет того, что сухие иголки лежат, покрывают всю землю вокруг. Очень хорошо там росли хвойные, в основном только они и росли. И сейчас стоит задача перед экологами, перед специалистами найти какое-то решение, может быть, найти какие-то другие растения, которые будут также хорошо расти, будут такими же полезными, будут такими же хорошо приживаемыми, как хвойники. Перейдем сразу от пожаров, от экологии к алкоголю. В Словении разрешено водить автомобиль, если в вашей крови алкоголь не превышает 0,5 промилле. И в Словении очень высокие штрафы за вождение не в трезвом виде. Штрафы доходят до 1200 евро. Но, к сожалению, не всех водителей эти штрафы останавливают. Каждое 10-е ДТП в Словении совершается водителем в нетрезвом виде. И на прошлой неделе в один день поймали 3 таких водителей. Один водитель сел нетрезвым за руль и сразу же врезался в стену одного из домов. Но на этом он не остановился и продолжил свое движение, и по пути снова врезался в пожарную часть. Приехала полиция, оказалось, что у человека даже нет водительских прав, и в его крови 2,7 промилле алкоголя. Выписали штраф, а машину конфисковали. В этот же день полицейские поймали другого пьяного нарушителя. В этот раз нарушитель был немного умнее, он сам не сел за руль в пьяном виде, а сел на пассажирское сиденье, а за руль посадил своего несовершеннолетнего сына. Не знаю, каким образом, но полиция их остановила. Возможно, молодой человек неуверенно как-то вел автомобиль, вызвал подозрения у полицейских. Водителю также выписали штраф. Я думаю, что, скорее всего, штраф выписали отцу, и автомобиль также конфисковали. И в этот же день поймали 3-го человека в пьяном виде, который управлял автомобилем. Заметили люди, как человек управляет автомобилем, виляя из стороны в сторону. Естественно, свидетели сообщили об этом в полицию. Полиция выехала, нашли этого человека уже спящим на скамейке. Его разбудили, в крови оказалось 2,5 промилле алкоголя. Автомобиль также конфисковали, а водителю выписали штраф. К сожалению, Словения не идеальна, и здесь в Словении тоже есть воры. Нет рая на земле, но Словения к этому стремится. Но так как страна маленькая, и многие люди знают друг друга,
из-за больших штрафов, а также из-за работающей полиции случаев воровства действительно меньше. Люди опасаются за свою репутацию, опасаются быть пойманными, и поэтому реже идут на такие шаги, по моему мнению. Ну и, возможно, все-таки уровень жизни в Словении выше, чем, например, в России, и поэтому люди тоже меньше воруют. Но все-таки на прошедшей неделе было отмечено несколько случаев попытки что-либо украсть. Например, в городе Изола одна девушка попыталась уйти из магазина, прихватив с собой подушку и полотенце, но была замечена охранником. В городе Новое Место один человек попытался украсть у фермера 30 килограмм картофеля. А другие люди, тоже недалеко от города Новое Место, попытались украсть у одного человека со двора дрова, видимо, уже опасаясь холодной зимы и перебоев с газом и высокими коммунальными платежами, уже начали как-то пытаться решить свои предстоящие проблемы. Но помимо дров, они зачем-то решили с собой захватить понравившуюся клумбу цветов. Но были также пойманы, остановлены полицией. Интересно, что одна пара на прошлой неделе пыталась снять металлическую обивку у одного дома, но были застигнуты за этим занятием. Украсть они ничего не успели, но испортить внешний вид дома им удалось. Конечно же, это все будет восстанавливаться за их счет. Еще один случай воровства произошел в одном небольшом поселении. Один человек решил залезть в дом фермера. Но на самом деле ему даже залезать не пришлось, потому что ключ был спрятан где-то близко у входной двери. И человек открыл ключом дверь, зашел и украл у фермера из морозильника 40 килограмм замороженного мяса. А помимо этого нашел еще канистру с бензином во дворе у фермера и дозаправил свой автомобиль и уехал. Из-за аномальной жары этим летом стали усыхать реки. И всякие разные неприятные ситуации случаются в связи с этим. Один пожилой человек шел вдоль реки Любляница. И так как река немного усохла, то по краям ее остался ил. И человек просто завяз в этой трясине и не мог выбраться. Свидетели вызвали полицию, полиция тоже не смогла вытащить его из этой грязи. Видимо, очень такой густой был ил. Но полицейские вызвали пожарных. Пока ехали пожарные, полицейские оставались с пострадавшим, следили за его состоянием. Параллельно вызвали еще скорую. В итоге пожарные человека спасли и отправили в Люблянскую больницу. Также из-за аномальной вот этой жары, из-за того, что пересыхают реки и из рек еще берут воду на полив полей, очень страдают рыбы. И на прошлой неделе пришлось спасать карпов. Из-за того, что русло реки Соча очень сильно пересохло, были вызваны спасатели, около 30 человек помогало спасать карпов. Это люди из Института рыболовства и местные рыбаки. Вылавливали этих карпов. Некоторые карпы были такие крупные, до 25 килограмм. И вот эту рыбу доставили на глубоководье. В четверг вечером в индустриальной зоне вблизи города Стражище загорелся завод, металлургический завод «Блиск».
Возгорание произошло на чердаке из-за неисправной проводки, и огонь начался очень сильный и перекинулся на всю крышу. К счастью, всех абсолютно рабочих удалось эвакуировать, никто не пострадал, но, к сожалению, ущерб по предварительным оценкам составляет более 100 тысяч евро. И, конечно же, из-за такого сильного пожара был очень сильный едкий дым, и всем людям из близлежащих районов настоятельно порекомендовали не покидать свои дома и закрыть окна. Еще одна трагическая новость связана с аномальной жарой. Один швейцарский турист приехал в Словению, и здесь, в Словении, ездил на велосипеде в группе других таких же туристов, как и он. И они решили на велосипедах доехать из Краньской горы до озера Блед. А это достаточно большое расстояние, чтобы ехать по жаре на велосипедах. А озеро Блед, как вы знаете, это самое известное озеро в Словении, самое известное место. Каждый турист всегда первым делом едет на озеро Блед. И вот эти туристы тоже решили доехать по жаре на велосипедах до озера Блед. И, естественно, было жарко, и они решили искупаться. Но не просто искупаться, а доплыть до острова. Как вы знаете, посередине озера Блед находится живописный островок, состоящий на нем церковью. И наш турист со своим приятелем решил доплыть до острова, который находится посередине озера Блед. Туда, до острова, они доплыли благополучно, там они немного, видимо, отдохнули и решили возвращаться. Но что-то пошло не и человеку стало плохо. Не говорят по каким причинам. Возможно, ему стало плохо из-за аномальной жары сердцем. Может быть, у него свело судорогой ноги, потому что озеро очень-очень холодное. А возможно, он просто устал и у него не хватило сил. Его друг попытался ему помочь, но, к сожалению, ему это не удалось. Водолазы искали туриста несколько часов и нашли его уже вечером на глубине 14 метров. Человеку было 56 лет. На этой грустной, трагической новости, друзья, я закончу наш обзор. Берегите, пожалуйста, себя, берегите своих близких. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и обязательно комментируйте. Мне всегда очень интересно читать, что вы думаете, ваше мнение обо всем, о том, о чем я разговариваю с вами. Всего хорошего настроения, до новых встреч, пока!